Шумные увлечения близких не помешают вам побыть в тишине и насладиться любимой книгой. И вы сможете заняться неотложными домашними делами, даже если у кого-то день уже подошел к концу. Ведь каменная вата Технониколь Мастер способна до 5 раз снизить уровень воздушных и ударных шумов. Звукоизоляция Технониколь Мастер. Тишина, а не просто цифры. Приветствую вас на канале Левша. Сегодня, прежде чем перейти к основной работе, покажу, что уже получилось сделать на моем маленьком токарном ЧПУ. Обратился ко мне человек, ему нужно было сделать якоря для зонтов. Как мне объяснили, именно они находятся внутри в трубке и помогают открывать и закрывать зонт. Но обычно они пластиковые, поэтому часто ломаются. Вот и пришел такой заказ. Почти получилось автоматизировать процесс, осталось добавить автоподачу прутка. Конечно, вылет для такой детали немного большой, но тут деваться некуда. В общем, выдвигаем пруток, станок автоматически его зажимает, торцует переднюю сторону, чтобы была одинаковая длина, и немного протачивает. После этого идет центровка, сверление. Тут, конечно, есть нюанс, чтобы не забивалось сверло стружкой, лучше подавать СОЖ. Но для этого нужно полностью от влаги закрывать станок. И последняя торцевая обработка, зенковка. После этого станок переходит в боковое фрезерование. В данном случае простое боковое отверстие, но можно делать и растачивание, и продольное фрезерование. Но станок все-таки хоббийный, работает под управлением Arduino, и иногда, чтобы написать код, нужно потанцевать с бубном. Все же на выходе можно получить хорошие детали с хорошей поверхностью, которые даже можно будет продать. Пока проточил 120 штук, а всего нужно 300, но это уже после праздников. Теперь можно переходить к основному, ради чего мы здесь и собрались. Очень давно в комментариях вы пишете: изготовь какой-нибудь двигатель. Паровой, внутреннего сгорания, двигатель стирлинга, предложений было очень много. Правда, для того, чтобы что-нибудь сделать, нужно хотя бы что-то об этом знать. В общем, прикинул я, посмотрел варианты и решил остановиться на вакуумном двигателе. Первое, что изготовим, это цилиндр. Он будет из стали, марку не знаю, потому что это был какой-то вал. Темой двигателей я владею на общих познаниях, поэтому решил найти в интернете наиболее интересный проект. Вокруг этого двигателя есть некоторые споры. Одни говорят, что это вакуумный двигатель, другие, что двигатель внутреннего сгорания. Оставим это для скептиков, мне же интересно, чтобы он заработал, и не только, но об этом чуть позже. Иногда случаются казусы, и резец улетает в небеса, вернее, часть его остается в самой детали. Перетачиваем и идем дальше. Чем лучше охлаждение цилиндра, тем дольше будет работать двигатель. Поэтому чем больше ребер для охлаждения, тем лучше. В некоторых моделях видел, есть рубашка с водяным охлаждением и расширительный бачок. Может быть, тоже так сделаю, но не в этот раз. Теперь все это хорошенько зашлифуем, отполируем и можно срезать. Кстати, КПД у этого двигателя совсем маленький, и его чаще используют просто как наглядное пособие, но не для чего больше. Есть еще интересная идея сделать такой же или подобный, только очень маленький, и расположить на циферблате наручных часов. Правда, с огнем там будет никак, да и с дымом тоже, поэтому приводить в движение можно будет только дополнительной пружиной. Ну и сделать такое усложнение, чтобы он запускался на пару секунд, каждый час, например, или в 12 часов. В общем, пока это только идея, если вам интересно, можете черкануть в комментарии. И еще хотел спросить, если вдруг смотрят меня часовщики. Посоветуйте, пожалуйста, механизм для наручных часов под усложнение. Чтобы была хорошая пружина, надежный, признанный в часовом мире и не очень дорогой. Сбоку лишнее сфрезеровали, здесь будет часть механизма, и еще сделаем горизонтальные полосы рубашки. Знаю, что так неправильно для теплоотведения, они должны быть вертикальные. Но думаю, что при таком размере это будет не критично, просто так было проще зажать. Сбоку в конце цилиндра фрезеруем вертикальное отверстие. Это будет впускной и выпускной коллектор одновременно. Первая деталь, не самая легкая, готова, нужно будет отшлифовать еще внутреннюю поверхность.
Поршень должен ходить легко, но зазор должен быть минимальным, чтобы создавать вакуум. Следующая деталь у нас маховик. Он накапливает энергию движения поршня и помогает пройти мертвую точку. Его сделаем тоже из латуни, и наружный диаметр будет 27 мм. Не знаю, для правильной работы важна ли точная масса маховика, это будет понятно уже в процессе экспериментов. С обеих сторон по центру будет выступ, а ближе к краю углубление. Хоть это и уменьшит его массу, но в интернете чаще всего они так и выглядят. Первая сторона готова, а вот вторую нужно очень точно выставить, чтобы не было биения. Поэтому проточил специально планшайбу, у нее внутренний диаметр кольца точно такой же, как наружный у маховика. Вклеиваем его на цианокрилат и делаем идентичную вторую сторону. Очень часто такое бывает, что смотришь на проект и кажется, что времени потрачено будет не очень много. Но когда начинается сама обработка, всплывает очень много нюансов. Получается, чем меньше деталей, тем сложнее их изготовить. При таких размерах попасть нужно уже не в десятки, а в сотки и в микроны, а это усложняет и увеличивает время. Ну и соответственно, чем точнее детали, тем точнее нужны станки. И, к сожалению, стоят они очень хороших денег. Вот такая вот простая сложная арифметика. Готово у нас крепление цилиндра, почти готово, теперь нужно срезать и прошлифовать. Зажимаем обратно в токарный станок и с небольшим допуском срезаем. Получился вполне себе рабочий и относительно быстрый вариант, но на более мелких деталях есть нюансы. Доводим толщину. Ширина основания будет 5,5 мм, а место крепления цилиндра 3 мм. С одной стороны сверлим отверстие диаметром 1 мм под толкатель. Сделаем его из нержавеющей проволоки для тик-сварки. Теперь два отверстия на основании, и здесь нарежем еще резьбу для крепления к платформе. Резьба мелкая, нарезать нужно очень аккуратно, чтобы не остался сломанный мячик внутри. Следующая деталь – это стойка крепления маховика. Долго думал, как ее изготовить, чтобы не переставлять и не потерять точность. Решил разбить на две части, чтобы фрезеровать за одну установку. Получились вот таких две детали, их теперь будем срезать. Опять переходим на токарный станок и срезаем с запасом. Осталась тонкая подложка, она и удерживает детали, чтобы не разлетелись и не повредились. Доводим толщину. И нужно очень-очень точно спаять. В общем, получилось как-то вот так. Чтобы все это закрепить, нужна платформа. Есть у меня кусок анодированного алюминия, и из него я делал уже некоторые детали. Он и будет у нас платформой. Ее размеры будут 38 на 60 мм. Здесь я допустил еще одну ошибку. Фреза, которая хорошо работает по латуни, не всегда хорошо работает по алюминию. В общем, поменял с трехперьевой на одноперьевую, и совсем другое дело. Осталось только сошлифовать удерживающие перемычки. Далее запрессовываем цилиндр в основание. Думаю, этого будет достаточно и никуда он не денется. Винты М1 и 4, отверстия были впритык, чтобы точно выставить детали. Ну вот, первый узел готов, теперь будем крепить цилиндр. Чем точнее эти механизмы будут выставлены, тем проще будет собрать все остальное. Довольно интересно смотрится и уже примерно вырисовывается, как все это будет.
Шлифуем ось маховика, чтобы меньше был износ держателя. И за кадром нарезал резьбу в маховике для крепления этой оси. Вообще, большая часть работы остается за кадром. Она рутинная, не очень интересная, но очень много времени на нее уходит. Например, даже чтобы составить программу для вырезания этих деталей, нужно не очень мало времени. Нужно учесть перепады высот, расположение элементов, порядок обработки разными инструментами и так далее. Может, когда-нибудь и искусственный интеллект научится создавать программы по описанию, но пока так. Как обычно, срезаем детали, чтобы они не разлетелись, снаружи приклеил скотч. Две из них получились хорошо, а вот одна пострадала. Оказалось, что такой вариант не всегда подходит для мелких деталей. Сделал еще одну и в этот раз срезал дисковой фрезой. Опять выравниваем, сверлим с торца под толкатель и сбоку под подшипник. Потом будет еще одно отверстие для фиксации самого толкателя. Кстати, пригодились мои крошечные тиски, я их показывал давненько в одном из видео. Нарезаем резьбу, здесь будет крепиться микроподшипник, самый маленький, кстати, который смог найти. Его наружный диаметр 4 мм, может есть и меньше, но у меня нет. Деталь с эксцентриком закрепим просто на анаэробный клей. Учитывая небольшие размеры, этого будет вполне достаточно. А вот с торца коленвала нужно будет нарезать резьбу. Если неправильно выставить угол, двигатель не запустится. После этого собираем вместе с маховиком. Зафиксировал подшипник на вилочке, тоже можно примерять. Здесь получается две направляющих. Одна это отверстие около цилиндра, а вторая сама вилка. Фиксируем маховик винтом и будем посмотреть, как это будет работать. И если что, посмотреть это в шутку. К большому сожалению, именно запустить его сегодня не получится. Уж слишком много было мелкой работы. Но уже буквально после Нового года, я думаю, он заработает. Если вам нравится тема двигателей, вы либо мужчина, либо женщина, которой нравится тема двигателей. В общем, всех с наступающим и пока-пока.